Здравствуйте, мои хорошие! Я Алла, и вы на моем канале «Просто так». Сегодня я буду делать подружку для подушки. Вот у вас когда-нибудь было такое? Смотришь на что-то, ну классно, красиво, а чего-то все же не хватает. Вот и я смотрю на вот эту мою чудную, красивую подушечку. Как ее делать, я рассказывала в предыдущем видео. И понимаю, что ей не хватает пары. Так в интерьере было бы гармоничнее и комфортнее. И поэтому сегодня я буду делать пару для нашей елочки. И это будет декоративная подушка-партнер с гномом. И на такую идею меня натолкнула удивительная мастер Леночка Лозовая, которая сделала потрясающий проект «Семья гномов». Зайдите к ней на канал, ссылку я дам в описании под этим видео. Вы будете в восторге. Я такого не видела никогда. И вы точно, так же как и я, вдохновитесь для того, чтобы сделать гномиков или подушку, такую, как я буду делать с гномом. Гном в доме всегда считался символом богатства. И для воплощения моей идеи нам понадобятся следующие ткани. Вот такая клеточка, джинсовые ткани разного цвета и такой небольшой кусочек меховой ткани. Если у вас нет меха, его можно заменить кусочком любой белой ткани. Также нам понадобится основа, на которой мы будем делать аппликацию. У меня это отрез 50 на 50. Можно больше, можно меньше. Это вы уже сами выбираете. И первое, что мы будем делать дом для нашего гнома. И, как водится, начнем с полов. Вырезаем флизелин 60 по длине, 18 по ширине. И также вырезаем квадраты. Это будет наша кафельная плитка, которую мы будем укладывать. Квадраты 6 на 6 сантиметров разного цвета. Ну, кладем флизелин клеевой стороной вверх и начинаем укладывать нашу плиточку. Вот таким образом. Квадраты укладываем друг возле дружки. Так делаем, чтобы были красивые цвета. Можно изнанкой, как я уже сказала. Вот так вот укладываем в несколько рядов. У нас получится 1, 2, 3 ряда. Вот что у нас получилось. Квадраты приклеены к флизелину. И теперь я хотела бы вам... Можно таким образом пришивать прямо вот к основе квадраты и не сшивать их между собой. Просто вот прям поверху зигзагом прострачивать вот эти квадратики будет тоже очень красиво. Но я хочу вам показать один очень интересный способ. После того, как мы приклеили вот так квадраты, мы складываем, смотрите, по... Вот тут у нас получается сгиб. Складываем. И на ширину лапки прошиваем. Затем опять складываем. На ширину лапки прошиваем. Складываем, прошиваем. И так до самого конца. После того, когда мы прошьем
вот эту всю полосочку, мы возьмем ножнички и вот здесь вот подрежем и расправим шов и разутюжим его. Сейчас я это все сделаю, покажу, что получится. Посмотрите, какие шикарные квадратики у нас получились. Ровные. Стыковка какая красивая получается. Ничего не съезжает в сторону. И все это за счет вот этой технологии. Прошиваем сначала квадраты вдоль, а потом поперек. Итак, полы у нас готовы. Давайте приступим к стене. В общем, продолжаем строить дом для нашего гнома. Итак, здесь внизу у нас будут полы. Здесь я предлагаю сделать окошко, здесь шторочку и стенку. Вот так приблизительно будет окошко. Вот такого цвета мы сделаем стеночку. Здесь давайте сделаем шторку. Вот таким образом. Вот здесь можно сделать такие парочку защипов. Здесь вот так вот обрежем. А здесь сформируем окно. Ну, вот такая комнатка для гнома у нас готова. Окошко, шторка, вот такие полы я прострочила поверху. Все я обработала мелким зигзагом.
Ну вот, мне все нравится. Один вопрос, где же наш гном? Сейчас займемся созданием нашего гнома. Для этого нам понадобится лист бумаги А4. Я предлагаю вам вместе со мной создать нашего маленького гномика. Дом мы для него уже сделали. Давайте создадим это чудо чудное. Для того, чтобы нам было легче, давайте нарисуем линию, от которой мы будем строить все остальные линии. Будем рисовать нашего гномика. Вот такая вот линия. И давайте приблизительно определим центр. Не надо нам ничего такого сложного делать. Вот эта линия. По ней давайте отложим рост нашего гнома. Пусть будет это 12 сантиметров. Теперь нарисуем ему тело. Вот такое у нас тело будет. Ну, приблизительно вот так в полукруг. Я не люблю сложности. Я люблю, чтобы было быстро, легко и интересно. Вот у нас получился, ну, такая чаша. Теперь давайте построим, это его туловище. А теперь давайте построим ему шапочку. Вот так вот, смотрите, полукруглая линия. Вот такая вот. Вот так, полукругом. Теперь давайте сделаем здесь. Шапочка ж у нас на голове держится и имеет объем. Вот такой. Вот такие штучки сделаем. Шапка может быть разная. Может быть просто остренькая. Может быть с таким бубончиком. Я буду делать с бубончиком. А вы как хотите. Смотрите. Вот так раз. Рисуем, рисуем, рисуем сюда. Вот аж сюда у нас пойдет бубончик. Здесь у нас ровненькая линия. А здесь у нас сгинается шапочка. И мы сделаем вот такие штучки. Ну, сгинается ведь. Вот так вот. Как вам? А теперь рисуем нашего гномика. Вот нарисуем ему такой большой нос. И мы уже видим, что наш гномик похож на гномика. Правда? А теперь нарисуем ему бороду. У нас будет вот такая борода. Смотрите. Так интересно, вот знаете, когда создаешь вот это вот все, и оно прям у тебя под рукой, ну, линии можно так подравнивать, как вам кажется интереснее. Вот смотрите. Все, мы его уже создали. Несколько штрихов, и наш гном готов. Вот. Теперь мы ему нарисуем такие большущие ботинки. Смотрите. Прелесть какая. И тут большущие ботинки. Вот он какой. Все, наш гном готов. Готов. Никаких сложностей. Смотрите, какая прелесть. Вот такой малыш будет жить у нас здесь. Шапочку мы ему сделаем. Шапочку и ботиночки сделаем в клеточку. Это борода, нос и все. Нам ничего больше не надо делать. Туловище мы не будем делать отдельно. Он у нас такой бородач получился, поэтому туловище не видно. Можно бороду немножечко сделать такую пошире. Теперь что мы делаем? Теперь нам надо все вот это вырезать. Прям вырезать, ножки вырезать, бородку, носик. Все повырезать.
Выкройки наши готовы. Теперь давайте посмотрим, впишется ли наш гном в дом, который мы построили для него. Вот такой дом. Вот он здесь, допустим, живет. Вот так вот. Ну как вам? Отлично вписывается. Прекрасный гномик. А теперь мы эти все выкройки должны... Мы выкроили все детальки вот таким образом. Вы заметили, что бородку выкраиваем с припуском. Точно так же выкраиваем ножки, обязательно с припуском, потому что мы, когда с рисунка делали выкройку, мы же не оставляли здесь припуск. А у нас будут вот так вот ножки, поэтому нам нужен припуск. И здесь тоже, посмотрите, вот так вот делаем припуск, потому что ножки у нас вот так будут пришиваться. Шапочку выкраиваем по рисунку полностью. Ну вот с носиком нам придется поработать. Посмотрите, я выкроила носик по выкройке, дала припуск целый сантиметр. Нам нужно выкроить еще одну деталь, такую из картонки, из тонкой картонки, которая гнется. Ну, коробки из-под конфет, например. Вот так вот кладем эту деталь из картонки и присобираем носик по периметру на ниточку. Вот так вот стягиваем. Сейчас я это все сделаю, покажу, что будем делать дальше. Вот так у нас получилось. Я собрала по краю, зафиксировала. Затем нам необходимо эту деталь вместе с картонкой заутюжить. Просто взять и прогладить так, хорошенечко прогладить. У нас после заутюжки останется здесь залом. То есть вот этот сгиб мы зафиксируем. После этого мы берем картонку, в связи с тем, что она у нас мягкая, мы ее достаем. Смотрите, что у нас получается. Форму наша деталь не теряет. И теперь мы формируем наш носик. Лично я хочу, чтобы у нас был такой пухленький, толстенький носик. Да? Я беру синтепон вот такой, холофайбер. Ну, в общем, любой наполнитель. Можно просто кусочек синтепона. Но я хочу такой толстенький носик, поэтому, смотрите, сейчас я его запихну сюда. Так вот, вставляем этот холофайбер в нос. Сейчас я возьму. И когда мы наполним нос наполнителем, любым, каким вы хотите, можно просто кусочек синтепона взять, вырезать кружочек и вставить. Можно ничего не вставлять, если, допустим, нет желания и не хочется толстый нос. Я хочу толстый нос. Ложись на подушку, ухом раз на нос, а он тебе так дышит в ухо. Смешно получается, да? Ну ладно, это фантазии. За счет того, что у нас здесь вот такой как бы контур получается, у нас получается фиксация, и нам легко будет его пришивать. Вот такой нос у нас получился. Смотрите, мы так его представим, и он будет такой толстенький, классный носик. А потом мы потайными стежочками вот здесь вот по кругу его пришьем. Вот такой у меня получается. Ну, а сейчас давайте мы с вами будем поселять нашего гнома в дом. Так, вот наш дом, а вот наш гном. Я думаю, что это будет вот таким образом. Как вам?
Ну, мне все нравится, я очень довольна. Что же мы делаем дальше? Теперь мы булавочками должны зафиксировать ножки, да? Вот булавочками зафиксируем ножки. И первое, что мы начнем пришивать, это, конечно, ноги. Вот мы их зафиксировали по кругу, по периметру ножек. Пришиваем мелким зигзагом. Затем вот так вот бороду тоже прикалываем. И прошиваем по контуру нашу бородку. Бороду можно, наверное, не зигзагом пришивать. Ну, сейчас я, когда начну пришивать, я пойму, как лучше. Можно мелким зигзагом, можно даже крупным зигзагом, будет, может быть, даже очень классно. Ну и в конце мы пришиваем шапочку. Укладываем шапочку так, чтобы нам нравилось. Можно носик вот так приложить, посмотреть, нравится ли нам так. Или, может быть, ниже, если вы хотим такого маленького сильно гнома. Ну, я где-то вот так вот буду пришивать. И шапочку тоже по контуру пришиваем. Ножки и шапочку красной ниточкой, бородочку пришиваем белой кремовой ниткой. Сейчас я это все сделаю и покажу. Ну вот, мы поселили нашего гномушку в домик. Поселение произошло успешно. Посмотрите, что я сделала. Я в тапочки немножко подбила холофайбер. В шапочку тоже положила вовнутрь немного холофайбера, чтобы придать такой 3D объемчик. Ну вот, пришили носик, пришили бородочку, тапочки, шапочку. И сейчас я хочу, чтобы в наше окошко заглядывали звездочки. Это же подушка-подружка. А на нашей подушке, где есть елочка, есть звездочки волшебные. Вот сейчас мы здесь также нарисуем звездочки. Звездочки будем рисовать опять-таки вот таким контуром золотым. Еще раз показываю. Но можно вышить ниточками. Тоже будет очень отлично. Как мы это делаем? Я показывала в предыдущем видео. Ссылку дам под описанием. Вот таким образом делаем звездочки. Они будут блестеть, сверкать и радовать нашего гномушку. Ну а уж как нас будут радовать, так я даже и представить не могу. Какая красотища. Вот что у нас получилось. Смотрите, такое небо красивое. Свет от звездочек падает вот на шапочку, я положила золотой контур, вот на тапочек. Даже на нос упал свет от звездочек. Вот, видите? Вот, пусть светится. И немножко золота я положила с этой стороны на нашу шторку. Пусть свет от звездочек будет в доме. Вот так красиво все получилось. И сейчас нам нужно сделать обратную сторону. Нитки лишние поубираем, пообрезаем. И поставить молнию. Здесь молнию. Изнаночка, обратная сторона подушки у нас будет вот такая. Здесь ставим молнию, так же, как мы делали на подушке с елочкой. Ссылку я дам в описании под видео. Вот такая подушка-подружка для подушки-елочки готова. Очень красиво, комфортно, уютно. Гном. Счастье и радость в дом. Богатство в дом. На эту работу меня вдохновила удивительная мастер Леночка Лозовая. У нее такие гномы, что вызывают просто восторг и восхищение. Заходите на ее канал, вдохновляйтесь. Ссылку дам в описании под видео. Вот так вот у нас получилось. Спасибо прекрасным мастерам, которые делятся своими наработками, своими работами и вдохновляют нас. Вот она, подружка. Вот они вдвоем. Сейчас сделаю фотографию и покажу. Но на этом я прощаюсь с вами, дорогие мои. Тепла и радости в ваши дома. Если мое видео оказалось вам полезным,
Поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. До новых встреч! Спасибо за то, что заходите ко мне. Пока-пока!